У нас сегодня первый день без сбора, такой выходной выдался, и наше утро начинается с оладий. Наготовила я много джема и уже очень долго, все эти дни, сколько я готовлю джем, нам всем хотелось оладьи с этим джемом, но времени совершенно не было готовить. Вот сейчас сделаю прекрасные оладьи. Сковорода у меня разогревается, тесто готово. Здесь подносик, на подносик кладу бумагу для того, чтобы лишний жир туда уходил. В общем, рецепт теста у меня очень простой. Пол-литра кефира, мука, довожу до консистенции такой густой-густой сметаны, столовая ложка сахара, щепотка соли, одно яйцо и сода, гашеная уксусом. Сейчас начну жарить, покажу вам результат. Масло наливаю достаточно много, чтобы они получились пышными. Да, конечно, они получаются жирными, но выкладываю их на бумагу, как уже сказала. Ну и все-таки едим мы их не часто. Можно было, конечно же, испечь блинчики, но это больше времени займет. А у нас с Аринкой еще много планов на сегодня. Какая красота! Пышные, румяные, хрустящие. Это джем. И посмотрите, какой он довольно густой у меня получается. Такая вот прям консистенция хорошая, мне нравится. Показываю готовый результат. Напекли целый подносик. Зато ничего к чаю не нужно покупать. Очень экономично, вкусно. Не сказать, что полезно, но иногда можно себя побаловать. Еще раз всем здравствуйте, дорогие друзья. Мой выходной день продолжается. Время сейчас 5 часов вечера. И мы с Аринкой первый раз вышли на улицу за целый день. Я последние, наверное, недели 2 каждый день собирала ягоду. Конечно, чему я несказанно рада. Но, признаюсь честно, устала, спина болит. Вот сегодня особенно как-то организм почувствовал, что можно расслабиться. И вообще ничего не хотелось делать. Тем более сегодня ночь у нас такая выдалась нехорошая. Мы спим, и у нас окно открыто сейчас, которое во двор выходит. Ну, прямо настежь открыто, потому что дома ночью ужасная духота. Днем солнце нагревает дом, а кондиционер мы еще не установили, хотя планировали в этом сезоне. Ну, посмотрим, может быть, еще успеем. И всю ночь шел очень сильный ливень. Лило прям как из ведра. Очень сильный ливень шел. Ну, мы так и уснули. В 3 часа ночи я проснулась от страшного грома. Я прям очень сильно испугалась. Окно я сразу же закрыла, но все, уснуть уже не могла. Молния так сверкала, что освещала весь дом, как днем. Дневной свет был. И долго не могла уснуть, наверное, часов до 6. Поэтому мы сегодня с Аришкой какие-то вялые. И она тоже устала за эти дни. Целыми днями она была, пока я собирала, у бабушки. Там играла со своим братом двоюродным, племянником моим. Сегодня ничего не хотелось. Я целый день ее уговаривала поехать в магазин, но она даже этого не хотела. Я хотела купить дыньку. Но Аринка уже, судя по всему, столько клубники наелась, так насытилась этими витаминами, что никакие другие фрукты даже не хочет. И сейчас уже вечер. Сегодня мы что планируем? Мы с Русланом планируем вечером пожарить шашлык. Ну, уже где-то, наверное, через 2 часа начнем. Руслана с работы дождусь. Утром я приготовила оладьи, показывала вам. С Аринкой супчик еще доедали. Ну, в общем-то, ничего такого интересного. Сейчас вышла в рассадник и хочу вам показать, как мы отбираем саженцы для размножения. Вот сейчас здесь поработаю. К вечеру прям такая активность. Силы восстановились. Завтра, кстати, у меня снова сбор. Поеду в сад. Но собирать там уже практически нечего. Ягода осталась мелкая. Очень много гниет из-за дождей. Но, слава богу, в этом сезоне до вот этой массовой гнили вследствие осадков мы успели собрать хорошую крупную ягоду. Очень хорошо пособирали, и даже то, что сейчас она гниет, уже не так обидно, как в предыдущие 2 года, когда она у нас начинала гнить на самом начальном этапе сборов. В этом году, слава богу, успели пособирать. Еще вам сейчас покажу, какие у меня гигантские перцы уже выросли.
Вот мои перцы. Кстати, сегодня мне на ютубе в рекомендациях попались мои видео, и там было видео, где Руслан в этом рассаднике, здесь еще не было пленки, только-только делал капельный полив, и на фоне эти перчики вообще не были видны, все было такое маленькое. Сейчас уже все наросло, перцы вон уже такие большие стали, они очень высокие. И я вам сейчас покажу. Вот этот, мне советовали, конечно, перчик убрать. Но вы знаете, я здесь не гонюсь за огромным урожаем, поэтому я не стала убирать. Я это все в салатики возьму, на супчики в добавку. Аришка у меня пришла. Она у меня сегодня такая красотка. Аринка, давай покажем твои заколочки. Ариша сказала сегодня: выбери заколочку, чтобы пчелку заколоть. И она решила, заставила, точнее, меня, чтобы я и сразу все их одела. Вот такая красотища. Мама, Что это? я не знаю. Где? Покажи. Вот на полу. Ну, это палочка просто. Я думала, Палочка. Аринка, а ты видела, какие перчики у нас выросли? это на кухне. Смотри, какие большие. Вау. Да, ты любишь перчики? Нет, спасибо. Почему это? Не любит, она говорит, перчики, но салатики она очень любит с огурцами и помидорами. И если я туда добавлю перчика немного, она этого даже не заметит. Они сладкие, вкусные. Вот такой. Видите, он в сравнении с моей рукой какой большой уже. Ну и здесь дальше завязываются. Я эти сниму сегодня, крупненькие, и буду их использовать в готовке. Также, что у нас еще? Вот так выглядит рассада альбы в горшках. Перегной, конечно, это не лучший грунт. Никому не советую. Ну ладно, что получилось, то получилось. Мы их пересадим куда-нибудь, усы я срежу. И здесь на рассаднике чем я хочу сегодня заняться. Сейчас одену перчаточки и покажу вам. Значит, что я хочу сделать? Вот мы пойдем с самого первого рядочка и будем смотреть те саженцы, которые не цветут. Они уже должны цвести все. Здесь есть цветонос, здесь есть. Вот эти вот этот совершенно не цветет. Но по срокам он уже, конечно, должен был выдвинуть цветонос, поэтому мы нисколечко его не жалея просто убираем без всяких разговоров. Аккуратненько вытягиваем. Вот такой вот саженец. Все, здесь его не будет. Итак, мы проходим все саженцы, те, что вызывают у нас сомнения. Здесь вот был цветоносный засох, видимо, сил не хватило еще у саженца. Вот этот мне совершенно не нравится. Тоже нисколько не жалею. Убираем. Вот так. Все. Оставляем только хорошие, где завязался, был цветонос, завязались ягодки. И так мы отбираем саженцы для наших будущих ягодников. Вообще большинство, конечно, хорошо. Завтра тоже соберу эту ягодку, чтобы она не пропадала зря. Те саженцы, которые под сомнением, если цветут, но, допустим, плохо, кажутся мелкими. Вот, например, вот этот. Он вызывает у меня сомнения. Я сейчас сюда поставлю метку, чтобы за ним еще понаблюдать во вторую волну. Где-то Руслан мне оставлял хомутики. Ой, не вижу пока, но я сейчас найду их и буду вот так отбраковывать. Какие-то сразу убирать, а каким-то давать еще второй шанс, но внимательно за ними наблюдать. Вот такие хорошие, конечно же, оставляем. Они плодоносящие, все с ними хорошо. Потому что такое все равно бывает, что какие-то кусты не плодоносят, и зачем тратить на них силы.
И мы пришли к такому методу, что на рассаднике мы отбираем, делаем такую выбраковку, и потом у нас в теплицах все саженцы хорошо цветут, хорошо плодоносят. Сейчас я, когда эту работу проведу, выдерну все плохие саженцы, сделаю метки на тех саженцах, что вызывают сомнения. Ну да, вот это тоже мне не нравится совершенно. Я все ягоды завтра соберу, те, что успели созреть. А те, что не успели, я просто уберу. Вот здесь, кстати, слизень уже поел ягоду. Хотя вот откуда в теплице у нас здесь слизень, да? Но вот за прошлые года от такой влаги они, конечно, везде размножились. Ой, так, все оставшиеся цветоносы и не успевшие созреть ягодки я срежу для того, чтобы куст не тратил на них силы. И будем ждать усов, расставлять стаканчики и укоренять буквально по несколько усиков с каждого саженца. Аришка, ты помогать пришла? Нет, хочу ягодку. Ягодку? Ну, выбирай самую красивую. Вот видите, она все равно все-таки хочет ягодку. А почему ты дыньку не хочешь, Ариш? Не хочется, да, уже? Смотри, вот здесь красивая красная. Вот здесь много спелой. Нет, Вот, ищи самую спелую. опа, ну, Угу. я убила. Давай, выбирай. В магазине клубника. Ты в магазине клубники? Ну, давай уже выбирай, попробуешь, скажешь нам, вкусная она здесь или нет. Вот смотри. А, ну вот, нашла, молодец. Ну-ка, оценим, да, вкус? Ой, ну все, надо идти ее мыть. Давай ее мне помоем, а то она на этот коврик упала. Вот смотри, какая спелая. Мгм. Вон, срывай ее. Угу. Давай, не роняй только. Васька тут к нам пришла. Аринка ее тоже сегодня из дома не выпускала. Заставляла с собой валяться, да, целый день. Ну что, Аринка? Ой, и добрячка там спряталась, я ее даже не вижу. Спряталась в кустиках, и не видно ее. Ну как? Вкусно? Такая же сладкая, как в саду? Да. Ну, здорово. Ну все, начну сейчас выдергивать саженцы, пока ждем Руслана. Руслан приедет и начнем готовить шашлык. Аринка у нас шашлык не любит, поэтому... Любишь? Ты уже полюбила? Ой, маленькая обманщица. Ну, может, чуть-чуть она и покушает, но сделаю ей овощной салатик. В общем, такие у нас дела. Кстати, хочу еще показать вам свои помидоры. Сейчас мы в ту теплицу переместимся, в соседнюю. Спряталась опять? Да, молодец. Ну вот мы и пришли в теплицу помидоры и огурцов. Помидоры у меня вот такие громадные. Они не все такие, потому что у меня здесь каждый сорт разный. Вот это вот сорт уличный, он вот такой невысокий. А соседний, вы видите, он насколько выше. Вот он первый. И вот соседний какой высокий. Плоды, конечно, завязываются. Большое спасибо вам за комментарии, за советы. Вы меня, конечно, очень сильно успокоили о том, что они у меня не жируют. Но все-таки у меня есть такое впечатление, что они сильно... Вот особенно, смотрите, вот этот куст. Ой, господи, в паутину вляпалась. Сейчас с другой стороны обойду. С другой стороны обойду. И покажу вам куст, который мне больше всего не нравится. Я калийным удобрением, конечно же, подкормила их. Вот смотрите, какой ствол. Вот так вот на фоне моей руки. Вот такой вот он толстый. Не знаю, вызывает сомнения. На этом кусту у меня вот здесь вот кисточка завязалась. Цветет. И все. Она только одна. Вот этот был с кучерявой верхушкой. Я ее обломила на всякий случай. И завязей на нем не было. Вот этот, мне кажется,
Ничего, все хорошо с ним. Здесь раз кисть завязалась, 2, 3. И вот здесь вот еще 4 идет. Как бы у остальных помидор с завязью все более-менее. Вот здесь вот такие уже помидорочки. Но некоторые прям толстенные, конечно, да. Наверное, все-таки. Хотя вот мне одна девушка написала, что у нее мама выращивала всегда в перегное. Вот и у меня тетя также в перегное выращивает, и все в порядке. Ну, посмотрим. Но в следующем году все равно я здесь разбавлю немножко землей. Ну, и думаю, будет получше. Все равно на нашу семью, я думаю, нам хватит. И вот такие огурцы уже растут. Вот такие кустики подрастают. А подвязку мы до сих пор с Русланом не сделали. Хотя мы, наверное, недели 3 назад, когда делали для помидор, сразу же хотели для огурцов. В те дни стояла очень сильная жара. И мы не дошли до этого момента сделать здесь хорошую для них подвязочку. Ну, а потом времени не стало, потому что каждодневные сборы, доставка, плюс Руслан работает. А мне самой неудобно, потому что Руслан, видите, здесь как хорошо провод натянул. Мне нужна его помощь. В общем, я сама не смогу так хорошо натянуть. Я думаю, может быть, в эти выходные сделаем. Не так много времени на это уйдет. Но огурчики тоже подвяжем. Кстати, по поводу огурцов. Я слышала, что первые огурчики надо удалить. Вот подскажите мне, пожалуйста, в комментариях, это так важно или можно все-таки их не удалять? Пока я в сомнениях, что я буду с ними делать дальше, но подвяжу их обязательно. Что еще мы планируем? Аринка с ревизией пришла. Пошла помидоры проверять? Васю смотришь? Ну ладно. Сейчас у меня впереди будет 2 сбора. Буду собирать завтра и послезавтра. Сейчас вышла на такой график, где 2 дня собираю, 1 день отдыхаю. И как раз на субботу выпадет выходной. И мы решили в этот день съездить в Челябинск, потому что целый месяц лета уже прошел. А рынку мы никуда не вывозим, потому что не было совершенно времени на это. Поедем, сходим в зоопарк. Возможно, мой племянник с нами поедет, чтобы было веселее. И хотим еще съездить на китайский рынок и закупиться одеждой. Мне в последнее время часто говорят, что там очень дешево. Если кто-то меня смотрит с Челябинска, подскажите, пожалуйста, так ли это? В общем, в любом случае съездим на разведку. Надеемся, что удачно. Еще хотела рассказать, был у меня вопрос, рецепт джема. Рецепт джема у меня очень простой. Сахар я добавляю в зависимости от сладости ягоды. Если вот сейчас ягода сладкая у нас, я на 2 килограмма ягод добавляю примерно 1 килограмм сахара. В прошлом году для загущения я добавляла яблочный пектин, но мне не нравится, какой цвет после этого приобретает джем. Он становится более темный. И в этом году я не стала его добавлять, просто подольше увариваю. По совету подписчиков пенку не снимаю. В самом конце уже такую густую, плотную пенку убираю. И довольно-таки густой джем получается. Ну, я вот сегодня вам показала. Да, конечно, он из холодильника. Но в любом случае он намного гуще, чем раньше у меня получалось. Ну, я довольна. В общем, ничего особенного. Добавляю сахар, ягоду, немножечко щепотку лимонной кислоты. Все это кипячу, баночки, крышечки, все кипячу и разливаю. В общем, такой простой рецепт. Я с вами создала команду. Ленка. Мама, что сделать, что Соня убегала? Она не хочет убегать, ей нравится. А если вы просто убежать? Ты устала, что ли? Да, устала. Ну, скажи, все, хватит на сегодня. Что хочет сегодня? Жарим мясо на углях. Только что поставила. Но аромат уже пошел. Ой, ну какая красота у нас сегодня на ужин.
Приятного аппетита всем, кто тоже сейчас садится есть. Увидимся с вами в следующих роликах. Большое спасибо, что посмотрели это видео. Всем пока!